Привет! Сегодня я расскажу тебе про очень простые, бюджетные и при этом довольно годные беспроводные наушники Mifa X19. Это их новая модель в форм-факторе внутриканальных затычек, которая обошлась мне всего в 15 баксов. Поставляются наушники в добротной коробке из плотного картона, выкрашенной в черный цвет с нанесенными на нее ярко-желтыми надписями. Внутри все по классике: кейс с наушниками, комплект сменных амбушюр, краткое руководство пользователя и кабель для зарядки USB Type-C. Первое, что сразу же бросается в глаза, это очень миниатюрный зарядный кейс. Его габаритные размеры по длине, ширине и высоте составляют 52 на 34 и на 31 мм соответственно, а вес вместе с наушниками внутри получается всего 31 грамм, без 23. Разумеется, такой малый размер просто физически не может вместить в себя большой аккумулятор. Его емкость здесь 250 мАч, а вот в каждый наушник поместили уже полноценный на 40. Таким образом, путем нехитрых вычислений получается, что полностью заряженного кейса хватит только на 3 цикла пополнения энергии. Это, конечно, немного, но зато очень компактно. Нечто похожее под названием WM01 от Bezos я не так давно уже обозревал на своем канале, но даже там кейс получается больше по всем параметрам. Никаких кнопок активации и сброса наушников до заводских настроек как внутри, так и снаружи корпуса нет. На передней стороне установлен единственный не слишком информативный статусный светодиод, а сзади под петлей врезали разъем для зарядки. Все очень строго и лаконично, ничего лишнего, ну и почти ничего полезного. Петля крышки пластиковая, без доводчика. В верхнем положении крышка не фиксируется, но и не люфтит, закрывается плотно на магнит. Сами наушники конструктивно очень похожи на Bezos WM01, за исключением только самой формы. Сенсорные области выделены глянцевыми вставками, а весь корпус матовый. Датчиков автопаузы здесь нет, а вот по управлению наушники умеют все. Одинарный тап во время воспроизведения музыки отвечает за плей-паузу, а в режиме звонка по данному действию можно ответить на вызов или положить трубку. Удержание пальца на сенсоре в течение 2 секунд позволит переключать треки. На правом наушнике вперед, на левом назад. Что примечательно и по какой-то причине не отображено в инструкции, это двойной тап, который позволяет управлять громкостью. Правый наушник регулирует в плюс, левый в минус. Также по данному действию можно отклонить входящий вызов во время звонка. А вот если коснуться трижды по любому из наушников, то можно позвать голосового ассистента. В целом управление очень отзывчивое и сенсоры отрабатывают четко. Что же до звука, то тут скажу так: за свои деньги звучат они хорошо, но не стоит ожидать от них чего-то сверхъестественного и феноменального. Звучание нормальное и, по крайней мере, оно точно лучше, чем в Redmi AirDots и очень сопоставимо с таковым в упомянутых сегодня мной Bezos WM01. Середина здесь утоплена вниз, отчего бас преобладает сильнее. Частотная кривая классическая, V-образная. Для электронной и поп-музыки наушники подойдут, но вот для чего-то более замороченного уже скорее всего нет. Что характерно, в описании и инструкции заявлено для выбора 2 аудиокодека, это SBC и AAC, но по факту кодек здесь всего один, только SBC. А вот запаса по громкости тут более чем достаточно. На максималках ничего не хрипит и не превращается в кашу. Если же говорить о звуке в целом, то мое мнение, как для первых ТВС ушей, чтобы просто попробовать наушники, очень даже подойдут. Тем более, что и автономность у них достойная. В моем тесте на 100% громкости на одном заряде наушники отыграли 3 часа и 54 минуты. Для таких малышей это очень здорово. Ну а теперь я предлагаю тебе послушать, как отрабатывают микрофоны в данной модели. Проверяем работу микрофонов в наушниках Mifa X19. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Сейчас я по традиции открываю окна, у меня задувает сюда ветер, и вот таким образом это все происходит. То есть сюда задувает такой небольшой сквознячок, ветерок, и вот так ты можешь оценить наличие шумодава в данных наушниках и как они, собственно, отрабатывают при таком сценарии использования. Ну и по традиции второй тест с печкой. Сейчас выкручиваю ее на максимум, она потихонечку набирает сейчас обороты, создается в салоне максимум шума, со всех вот у меня здесь вот этих вот турбин выдувает теплый воздух. И вот так ты можешь оценить качество работы микрофонов модели Mifa X19 при сценарии использовать, допустим, когда ты зимой будешь по максимуму обогреваться в машине и вдруг захочешь с кем-то поговорить по этим вот наушникам по телефону. Вот как-то так это все работает. Подключение к смартфону происходит по изъятию любого наушника из кейса. В силу того, что это происходит независимо и главного наушника в паре нет, то, как ты понимаешь, каждым из них можно пользоваться по отдельности, оставив второй на зарядке. За связь отвечает Bluetooth 5 версии.
В наушниках нет специального игрового режима, оттого имеется слышимая задержка в PUBG Mobile, так что на комфортную игру можно даже не рассчитывать. Но здесь, справедливости ради, хотелось бы заметить, что производитель и не заявлял по этому поводу каких-то улучшенных характеристик. А вот посмотреть ютубчик будет вполне реально, здесь рассинхрон практически слышно не будет. По стабильности связи наушники проявили себя очень хорошо. Тестировал их со своим Poco X3, и в квартире они спокойно преодолевают две стены и балконную дверь. На улице со смартфоном в кармане штанов и надетой длинной куртки никаких даже мелких обрывов во время ходьбы я не ловил. А вот когда надел до кучи еще и шапку, то при повороте головы пару раз секундные паузы все-таки случались. Ну и подводя некий итог, что могу сказать. В первую очередь, Mifa X19 определенно будут интересны тем, кто только хочет попробовать для себя, что такое беспроводные наушники. Ведь собраны они качественно, имеют неплохую автономность, стабильность связи и, что немаловажно, полноценное управление. А вот для искушенного пользователя они точно не подойдут. Здесь надо понимать, что получить прекрасное звучание за $15 априори невозможно. И тем не менее, здесь мне хотелось бы заметить, что данные наушники все равно стоят своих денег, и плохими я их назвать не могу. В любом случае, как это всегда бывает, окончательный выбор остается только за тобой. Я лишь постарался сегодня максимально подробно рассказать и показать, что ты сможешь получить, купив данные наушники. Спасибо тебе за просмотр, отдельно буду благодарен за лайк и комментарий, и увидимся с тобой уже в следующем моем видео. Пока-пока.